Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И в очередной раз, здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, 12-й день у нас подходит к концу, а значит скоростные прохождения, второй этап у нас тоже подходит к концу. Это моя связь стихий, сразу покажу. Я уже отстрелялся по скоростным прохождениям, я честно скажу, я не сильно заморачивался. Поэтому не обращайте внимания, что у меня здесь, не самые лучшие результаты. Во-первых, у меня не всегда есть возможность сделать лучший результат. Во-вторых, я не хотел на этот раз прям сильно заморачиваться. Там топ-5, допустим, для меня это вполне себе хороший результат. Много очень времени занимают, по крайней мере, у меня эти скоростные прохождения. И прям вот выбивать там несколько секунд, чтобы на одно место повыше забраться, я не хочу и вам не советую. Давайте сначала пройдемся по нелегендарной дисциплине, по всем подземельем. Итак, у нас Гарпия. Гарпия не легендарная. У нас здесь минута 06, 20 сложность. У нас здесь Видимир. 4 таланта всего. Донатный артефакт, вы можете заменить его на любой другой, это не критично. Эстелла здесь с алмазом на лечение. И вориш на разломе, все как обычно. И вот такой вот питомец. Здесь у нас то же самое. Здесь у нас не то же самое. Я не знаю, зачем я поставил, но мне было ее достаточно. Как сделано, так сделано. Давайте сразу посмотрим наилучший результат. Я не буду углубляться вниз, видим, что там уже плохие результаты. Поэтому топа 3 нам будет достаточно. Такая вот у него расстановка, и так идет бой. Я думаю, что бой надо смотреть, это будет полезно. Гаррет у нас отличный эпический танк, выживает он великолепно. Если дать ему небольшое лечение, точнее, достаточное лечение, то увидим, что даже на 20 сложности проблем здесь никаких. Смотреть здесь больше, в принципе, нечего, он просто бьет и добивает. Проклятая могила, не легендарная. Так, первое место, целая минута. То есть мало очень, не целая минута, а всего лишь минута. Естественно, в одну цель у нас лидеры из нелегендарных, это ледяной взрыв. Обращу внимание, Гертин 5 талантов. Это не то, чтобы прям сильно, влияет, но может влиять. У танка здесь 4, в принципе, не то, чтобы много. Но опять же, у Нади тоже 5 талантов. Я не стал прокачивать таланты, я пожалел свой хлеб. Я не доначу на хлеб, поэтому не стал этого делать. Минута 41, почти в 2 раза хуже, но... Вот такой вот наборчик с Гарретом. Что Гаррет, что вот этот, мне кажется, разницы никакой. Единственное, что тогда у нас там 5 стихий одинаковых. А так можно поставить и вот такую команду. На разломе у нас Блэддин. И здесь у нас даже еще олень присутствует. А другие люди, в том числе и я, не стали заморачиваться. Просто поставили 18-ю сложность и спокойно прошли. Смотрим, 20-я сложность. Главный нюанс, то, что он танком ходит вот здесь вот перед ударом. Больнючий вот здесь удар, сильный удар у босса. В остальном видим, что как раз выживаемости хватает ровно на то, чтобы добить босса. Не будем уже досматривать. Так, и я не обратил внимания. Нет, у него нет таланта на блокировку. Так, третий. Поменьше талантов видим. Поменьше сложность. И вот мы не заморачивались. Ладно, это был вампир. Давайте посмотрим гнилую могилу. Здесь у нас не легендарные. Так, 40 секунд. Пока что, мне кажется, не все отбили. А может быть, просто никто не стал заморачиваться.
Опять же, топ-5 я беру, здесь награды, разница небольшая, вот здесь вот, да. Топ-1 3000, топ-5 2500. Ну, 500 пыли, уж как-нибудь я это переживу. Итак, 18 сложность и 40 секунд, причем, обращу внимание, талантов у него почти не вкачано. Главный ДД здесь Гертин. Так, здесь у нас Викук, а здесь у нас тоже Викук. Везде Викук. Давайте посмотрим на его тайминге, как он так ходит. Ну, выжидает, видим, что выжидает ДД. Начинает ходить здесь, чтобы выбивать нашего танка из пасти жабы. Из пасти вонючей, мерзкой жабы. Снимает здесь ослабление, снова ходит здесь. Ну, в принципе, ничего такого, да? Просто высокий урон у него довольно-таки. Посмотрим Гертин. Гертин прям 80 тысяч, 65%, очень неплохо. С двумя талантами такой урон очень неплохо. Остальных смотреть не будем. Кем я тут бил? А, ну то же самое, только я оленя поставил. Это у нас была жаба. Давайте посмотрим нечестивые. Не легендарные, здесь 11 сложность. Я справился довольно-таки плохо, но в топ-5 попал, меня это полностью устраивает. Здесь уже 10 сложность, тоже вполне неплохо. Давайте посмотрим. Так, Фес, похоже, на той же самой команды бил, что и до этого. Для тех, кто не знает, вот этот желудь очень важен. Он там сильно снижает урон в начале боя. Ну, я имею в виду начальную часть боя. Поэтому обращайте внимание, если вы, ну, плохо соображаете в игре, вот этот желудь очень сильно влияет. А так у нас здесь уже вариант со снятием, с Викуком. То есть, скорее всего, та же команда, что и с жабы. То же самое. Ну и, соответственно, у меня то же самое. Давайте посмотрим наилучший результат. Постоянное замедление накидывает танк. За счет этого они, я так понимаю, будут выживать. То есть им достаточно выжить, я так понимаю, здесь вот один удар. Если было бы больше одного, навряд ли бы они выжили. Потому что здесь толком лечения нету. Плюс ко всему босс еще накинет потом горение тут. Вот эти вот. Вот Гертин уже умерла, кстати, главный уронщик наш. Но он решил продолжить и добить. Ну, такой вот интересный результат. Не будем уже досматривать. Понятно, что добьет. Это у нас были не легендарные. Давайте теперь посмотрим всех остальных. Либо, я даже не знаю, разделить их, не разделить. Чтобы было более наглядно и более удобно. И не так долго. Не хочу опять на полчаса затягивать. Ядовитая могила. Она же гарпия. Тени у нас здесь в приоритете. Сначала пройдемся по командам. Аура 12 секунд. Здесь у меня мороз 13 секунд. Ну, 3 разных команды, кстати. Тоже тень. Тоже тень. Мороз. Мороз. Так, здесь вообще неустрашимые. Здесь снова мороз. И здесь у нас аура. Давайте посмотрим первые команды. Сначала начнем с тени. Такое вот снаряжение. Такая вот расстановка. У теней обязательно смотрите на параметры, например, скорости атаки, вот это вот всего, таланты какие берут обязательно. Это все имеет значение. За счет скорости атаки они гораздо быстрее ходят, набирают энергию тени. Это я для новых игроков проговариваю. Пополам разделили урон почти. Шустер. Так, здесь у нас аура. А, я ее не показал, да? Ну, в конце боя давайте покажу. Как одета. Линка станкует. У него здесь баф защиты, видим, что Джорн накинул. Снимает Джорн усиление
который снижает урон. И моментально выносит, просто моментально. Обращайте внимание на порядок, когда они используют свою ульту. У него плюс 2, она, да, заметно сильнее, чем плюс 1, либо плюс 0. Снаряжение вот такое. Джорн, кстати, с часами. Линкас в танке. Анализис тут. Куча разных мифических предметов. И код. Так, у меня здесь ледяной взрыв. Билдель плюс 3. Обращайте внимание на талант. Я имею в виду вот этот вот, который ускоряет использование боевого навыка. Для чего? Мы, насколько я помню, получаем... Так, получаем же мы? Нет, не получаем. Ну, шанс есть на получение кристаллов, когда мы используем навык. И тут же у нас еще и вот этот вот при применении абсолютного навыка следующий боевой на 3 секунды, да? То есть мы используем, получаем кристаллы и, соответственно, бьем быстро. Быстрее гораздо. Это позволяет добивать босса быстрее. Ну, я это, в принципе, использовал давно уже и всегда, как и все остальные. Такая вот расстановка. Зорек у меня танкует, успеет заливать, успевает. Обратите внимание, что Зорек здесь стоит, он у меня плюс 5. Поэтому он быстро ходит, и поэтому он на заливке, поэтому он танкует. Как только боевой навык ударяет, здесь много энергии, здоровья снимать, тут же использую абсолютный навык, и тут же она бьет боевым. И добивает босса. Если же у вас пробуждение, либо снаряжение не то, то, конечно же, получится сложнее. Так, не обращайте внимания, что здесь жаба, это все еще гарпия. Команда огня света. Этого мы уже видели. Здесь то же самое. Здесь то же самое у меня. Только уже 14 секунд. Ну, не хватило, и урона не хватило. У меня пробуждения этих нету. Там таланты не докачаны. В общем, не хватило 2 секунды. Но в любом случае считаю неплохо. Вот вариант, 23 секунды, очень неплохой. То есть 3 героя света, никакой ауры, если у вас ее нету. Пожалуйста, Билдель и Шина. И они справляются очень даже неплохо. Ацилия и Ардред. 23 секунды, отличный результат. Ну, дальше я уже показывать не буду. Не будем останавливаться. Я показываю базовый вариант, то есть топовые команды. А дальше вы уже смотрите сами, потому что, ну, я не буду здесь по полчаса опять. Я просто утомляет вот этот режим скоростной, когда вот миллиард этих команд, каждую посмотреть снаряжение, каждую посмотреть бой, я не могу. Я либо делаю чуть-чуть, либо делаю вот так вот. Ой, либо делаю чуть-чуть, либо не делаю вообще, вот. Потому что иначе у меня терпения не хватает. Тень, здесь у нас тень, команды Молнии и Омертвления, то есть те же самые составы, одинаковые вообще. Здесь у нас Тиамат. Не знаю даже, что здесь увидят новички, у которых нету столько команд, да. Плюс ко всему Тиамат нету. Можно через неустрашимых видим, да. Да, здесь неустрашимые такие, что... Не знаю, для кого это показываю на самом деле. Только для старых игроков, у которых куча уже... Ну, Инфернал еще не отбивал, поэтому у меня такой плохой результат, я так понимаю. Полыхание, я тут что-то быстро остановился, топ-5 давайте я покажу еще. Горение. Хотя бы просто команды-то показать надо. Здесь у нас аура, здесь у нас аура. Здесь у нас тоже аура. Так, и все, да? Да. Морозный яд, свою я уже показывал. Здесь у нас то же самое, только видим разные питомцы. Разные составы. Здесь у него танкует Эурион и Эстайон. Так, а почему он не справился на самом деле? Можно было бы спокойно. Ну ладно, сделали как сделали. Может быть, еще переигрывать будут. Ну, видим, что здесь пачки одинаковые. Тут никаких сюрпризов нету. Только время разное. Так, ядовитую могилу закончили. Давайте посмотрим... без ограничений нашего вампира. Как видите, та же команда абсолютно, только вместо Виньяра у меня здесь Мира. Мира, причем танкует, насколько я помню.
А, я здесь даже ему этот поставил. Почему я Мира поставил? Потому что у него здесь рано ходит, 9 секунд. Если у вас Зорок не плюс 5, здесь, кстати, у меня неправильно поставлено, здесь желательно Зорока ставить на заливку. Если у вас Зорок не плюс 5, ставьте Мира на заливку, и тогда он будет рано ходить. 9 секунд это очень неплохо. И он как Зорок чуть позже, правда. Тогда заливает быстро сетом кукольника. Здесь то же самое, что он делал, только с Виньярой. Кстати, 12 секунд, очень даже неплохо. Очень неплохо. Покажу свой бой. Здесь у нас аура. Такая же, как и до этого, то есть с Джорном видим. Все то же самое, что он уже делал. То, что мы смотрели. Неустрашимые. В основном в одну цель, да, справляются лучше всего неустрашимые, аура, либо ледяной взрыв. 3 команды такие шустрые в одну цель. Давайте посмотрим, как я здесь с этим Мира занимался ерундой. Приходилось несколько боев переигрывать, да, пока у меня здесь не сработал разлом. Плохо накладывать разлом. Потом шина, потом фритгунда, потом уже билдель. Причем опять я выжидаю, когда боевой пройдет, да, урон нанесется, только потом ультую, и затем она добивает. Так получилось быстрее всего. Была бы она плюс 5, она бы, наверное, могла с одного боевого вынести, то есть там за 5, наверное, за 7 секунд. Ну или там за 9, типа того. Так, полыхание, то есть огонь, свет, вампир, опять же. Та же самая команда, мы ее видели в начале. Не буду повторяться. То же самое. Я собрал такую же команду, у меня 16 секунд получилось. Здесь, пожалуйста, 17 через Роуз. Обращу внимание, Роуз у него здесь с рогами. Синарел, то есть разные варианты, чуть хуже, чуть лучше. 19 секунд. Пошел через билдель шину. Здесь 3 света поставил, максимально ускоряем. А с Агамиром заливаем шину. Если вы не знали, если вы раньше не сталкивались с такими командами. Фес у нас тоже пошел через ледяной взрыв, 22 секунды, очень неплохо. Сундук. То есть он, видимо, боссу не дал сходить. Тоже есть такой вариант, обращайте внимание, то есть мы не даем боссу сходить. И поэтому выживаем, то есть дополнительное там, нам выживание, там герой поддержки не нужен. Учитывая, что связь стихии разбита, да, это важно. Ну и, собственно, все. Молния омертвления, 13 секунд. Здесь у нас Живиньев, Гуинвивер. Такое вот снаряжение. Фишка в том, что, сами понимаете, у нас аскет, он быстро разгоняется очень за счет атак других неустрашимых, и очень рано ходит, и очень рано заливку делает. Поэтому здесь мы ставим аскета. У меня то же самое, только у меня Живиньев плюс 1. И разница всего 1 секунда, видим. Плюс 2 и, соответственно, плюс 5. Разница 1 секунда. То же самое, так, я еще раз показал. То же самое, только и Велиос. То же самое. Инфернал еще, получается, не отбивал никого особо. Просто не заморачиваясь. Ой, отбил. Я так понимаю, он ночью опять будет на охоту выходить. Так, кого мы посмотрим? Наверное, вот его. Потому что самое низкое время и небольшие пробуждения. Давайте мы посмотрим его. Ну и, собственно, все. Так, вампир. Морозный яд. Ну, то есть, ледяной взрыв, можно сказать. Здесь у нас все команды одинаковые, здесь смотреть нечего. То, что я вам показал, это, в принципе, уже образец, то есть, который присутствует здесь везде. Некоторые вариации, конечно, тоже есть. То есть не те герои. Но в основном видим, что все одинаково. Все одинаково, время там гуляет на 1 секунду, либо меньше.
С вампиром все. Гнилая могила. Без ограничений. Здесь у нас ледяной взрыв 12 секунд, пожалуйста. Та же самая команда. Но только там он не смог. А, нет, подождите-ка, смог. Он же там на первом месте, по-моему, был. Я примерно столько же, видим. Так, я не буду снаряжение показывать. У меня Мира, та же самая абсолютно команда, что была там. Единственное, что здесь я уже поставил вот этот артефакт. И на заливку поставил еще и Зорика. Видим, а на разлом все-таки я поставил Шину. Вернул ей эту функцию. В остальном та же самая команда. Третье место у нас здесь неустрашимые. С тем же составом, что и был до этого. Так, четвертое тоже неустрашимые. Ледяной взрыв и так далее. Давайте посмотрим, как он бил. Расстановку обращайте внимание, да, все вот это вот. Замедлил. Скорость у него на единичке. Скорость боя. Это чтобы вовремя, я так понимаю, сультовать. Вот, как только прошел удар, он тут же бьет еще раз и добивает. Команда полыхания на вонючей жабе. Первое место это у нас Аура. Причем та же самая, по-моему, которая была до этого. Да, он ничего не менял. С той командой он ничего не менял. Поэтому не будем здесь углубляться. Он просто ходит, как и раньше. Здесь у нас кто? То же самое. Здесь у нас кто? Ой, то же самое. Удивительно, то же самое везде. С некоторыми вариациями видим Мардред, Роуз, Ацилия и все такое. Давайте для приличия один бой посмотрим. Образцовый, который топ-1. Первая лучница, затем Джорн, затем все остальные. И все, он улетает. Я не буду до конца, там долго вот это вот победное окно долго высвечивается. Не нравится мне на это смотреть. Так, темная молния. Я так понимаю, здесь у нас, да, главенствуют неустрашимые команды, все те же самые, что и были до этого. То есть даже снаряжение я показывать смысла не вижу. Я просто взял ту же самую команду, которая проходил вампира. И Феникса, кстати, тоже. Ничего здесь не менял. Как здесь не менял и никто другой, мне кажется. Единственное, что он здесь поставил Зеффи. Не справился без дополнительного усиления живучести. Здесь Маштур вообще 15 секунд. Ну, кстати, разница небольшая. Довольно-таки небольшая. 2 секунды всего. О, Джастис. 16 секунд. Теми тенями, которыми он бил, я так понимаю, Гарпию. Такой вариант. Такой вариант. Без пробуждения 18 секунд. Ну, Инфернал здесь еще не отбивал толком. Это старая проходка, я так понимаю, его. Он еще будет хулиганить, я думаю, ночью. Так, здесь показывать нечего. Те же самые команды, абсолютно. Морозный яд. Так, его мы смотрели. У меня команда такая же, как и была с Мира, с некоторыми перестановками снаряжения. Здесь уже у него Филосия 2 секунды потерял. 14. Ну, в общем, как-то так. Не буду здесь углубляться уже. Потому что команды плюс-минус одинаковые. Ну, с разными героями поддержки, понятно. Но суть, я думаю, понятна. Так, и последнее. Феникс. Без ограничений. Так, а чё я здесь пока первый даже? Ледяной взрыв, та же самая команда. Та же самая команда, 12 секунд. У него тоже. Просто берем, ставим ту же самую команду с прошлых боев. И которая у нас лучше всего справилась, да, например, это если у вас аура, то, пожалуйста, ауру. Если там морозный ледяной взрыв, то, пожалуйста, ледяной взрыв. И так далее. Как говорится, копировать, вставить. Копипастим. Потому что все-таки дисциплина утомительная. На один день у нас тут наваливается куча дисциплин, ну, точнее не дисциплина, а вот этих вот подземелий. Разных команд много. Это у нас 4 подземелья и по 5 команд. 5 же, да? Раз, два, три, 4. А, ну 4. Тогда не то чтобы много, 16 всего. Но все равно это утомляет, это много времени занимает. Ой, я не знаю, показывать, не показывать, давайте покажу вам. Принцип тот же самый.
Зорок заливает, Мира тут свои штучки накладывает на увеличение урона по противнику. Разломчик, потом Фредгунда, потом убьет боевой навык, тут же мы используем билдель и добиваем. Ничего сверхъестественного. Надо было раньше бой остановить, чтобы вот этого всего не наблюдать. Ну ладно. Огонь, свет. Опять же, та же самая команда. Нечего показывать. Единственное, что здесь бить приходится босса дольше. Он такой пожирнее. И моя команда всего лишь, точнее не всего лишь, а целых 17 секунд потратила. То есть если раньше она там за 14 смогла справиться там, с вампиром там, или с кем, то здесь только 17. Ну и опять же, да, у кого ауры нету нормальной, то можно попробовать через билдель, тоже хороший результат получается. Просто замешиваем здесь ускорение, заливаем шину, она рано стартует и начинает билдель бить. Естественно, анализис ставим на билдель. Ну и все. Смотреть здесь не на что. Даже сбор, ничего себе. Аж сбор 42 секунды. Через Митрасию и Ардред. Неплохо. Омертвление молния. Понятно. Какая команда здесь будет преобладать? Вот такая. Та же самая команда, что мы использовали до этого на жабе, до этого на вампире. А кто-то даже ее использовал на гарпе. Ну, кстати, даже без связи стихий 21 секунда очень неплохо, пробуждений мало, артефакт может даже нету, да, артефакта нету, здесь артефакта нету, и 21 секунда, очень неплохо. Таривол на разломе, Судха с ключиком, танкует, Виньяра у нас здесь и големчик. Ладно, поехали дальше. Ледяной взрыв мы смотрели, то же самое, и в принципе я думаю, что здесь все то же самое. Как вариант уже, да, я говорил, через сундук и Виньяру. Если у вас какие-то сложности, можно сильно-сильно замедлять. Давайте я вам покажу один бой, я до этого не показывал. Насколько хорошо это проходит. Давайте посмотрим. Как сильно они замедляют босса. Виньяра танкует, кстати. Ему как бы замедлять-то нужно немного. То есть главное не допустить вот до сюда, когда он начнет массово бить больно. И в принципе все. 20 секунд нам достаточно, как видим. Ну и с подземельями здесь все. Давайте башню демона посмотрим. Опять же, я здесь совсем не напрягался. Ну, как бы у меня и возможности нету. Я уперся в снаряжение. Во-первых. Во-вторых, талантов у меня тоже здесь не хватает. Нету хлеба. Так, давайте посмотрим наш вариант номер 1. Не совсем показательный, потому что он здесь с артефактом у Телендора, плюс 5 Лорентиль. Не совсем показательный, поэтому мы бой, конечно же, смотреть не будем. Единственное, что давайте посмотрим его расстановку. А вот его можно посмотреть, потому что у него здесь мышка. Мышка, так, Алтон тоже плюс 5, Лорентиль хотя бы плюс 4. Так, и вот так. И вот так. Кстати, вместо Сагамира можно поставить на Телендора Анализис. И получается даже больше. Так, у него расстановка вот такая. Давайте посмотрим. Ну, понятно, Глэдис здесь, олень ее заливает. Кто не знает, он так здесь не показывает. У оленя есть навык, и он вокруг себя энергию заливает. Поэтому он здесь стоит. Ну, а в остальном на входе встречают наших противников Телендоры и компания. Так, это у нас был топ-1. Ну, я думаю, что у всех расстановка плюс-минус одинаковая. Нет, смотрите. Он зачем-то поставил сюда и потерял заливку оленя. Посчитал, что она не нужна. Ну, может быть, кстати, так и есть. Может быть, она и не нужна, не знаю. Но у меня с оленем всегда было гораздо лучше. Так, это у него старая проходка. Здесь у нас доминирует Телендор, естественно. Давайте попробуем найти, вот, кстати, с Анализис. Давайте попробуем найти кого-то еще. Я думаю, что здесь помимо сбора может играть аура, но заметно хуже. Заметно хуже. Так, даун. Где-то есть еще аура. Джастис. Вот, давайте Джастиса посмотрим. Давайте посмотрим Джастиса, как он одет.
Анализис и как он расстановку сделал. Здесь, конечно, можно ставить можно ставить этот ледяной взрыв. Можно ставить призыв через Лильванис. Но результат будет заметно хуже, там 3-5, может 6 тысяч. Ну 6 я не видел, но 3, там 4 где-то видел. 4 с копейками. Ой, а почему я поставил? Я же не хотел бой смотреть, заговорился и... Ой, я только хотел расстановку глянуть. Так. Кота поставил, то есть он тоже никого не заливал. Никого он не заливал, потому что из-за анализис, да, здесь нужно 2 клетки, а тут только 1. Но он бы Дианту мог здесь поставить, кстати. Странно, что он Дианту сюда не поставил. Она бы разлом чаще кидала. Ну ладно, как сделал, так сделал. Так, что у нас здесь есть еще? Ну, ничего у нас больше здесь нету. К сожалению, показать мне здесь больше нечего. Ладно, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что-то полезное вы здесь увидели. Всем удачи и всем пока.